Всем приветик! Давайте сегодня слепим бычка. Вот такой вот красавчик. Потом мы его распишем, у нас будет красота. Этого я пока уберу. Лепить я сегодня буду из глины. Хотя такого бычка можно, в принципе, слепить практически из любых материалов. Это могут быть и керамопласт, и фимо, и запекаемая пластика. Вариантов множество. Даже соленое тесто может быть применено, если его замесить достаточно крепко, с добавлением клея ПВА обязательно. Сейчас я буду искать глину, удаляя по пути заломы, вмятины, воздушные пузыри. Это обязательно. Если вы не уверены в себе, то что вы можете сделать достаточно однородное по толщине, пласт, можно использовать обычные карандаши. Мы просто кладем их рядышком с нашим пластом и обязательно переворачиваем. Так и так. Здесь у меня тоже заломы с другой стороны. Я их обязательно замажу, забью глинкой и еще буду скать. Можно использовать нож или просто пальчиком все это дело обязательно загладить, чтобы у нас не было трещин и заломов. Работаю я на плотной ткани, потому что к обычной доске глина прилипнет. Вот обратите внимание, что я обязательно переворачиваю пласт по толщине, по длине. Подкладываю карандаши. И вот у нас получается совершенно однородный, почти что гладенький пласт. Выкройку я дала в Одноклассниках. Там в отдельном посте она имеется. Накладываем лекало и начинаем вырезать. Вырезаем, держа нож с длинным узким лезвием строго перпендикулярно. Проходим по всему контуру, придерживая лекало рукой, чтобы оно у нас не сдвинулось, не убежало. Вот, вырезали. Поднимаем. И у нас здесь, когда мы придерживали, у нас отпечатался контур головы. Это важно, пускай он будет. Поднимаем пласт, убираем бычка пока в сторону и отрезаем небольшой кусок глинки. Лишнее убираем и делаем его еще немножко более плоским. Чуть-чуть. Не такой, чтобы он был выдающийся у нас. Вот. Накладываем лекало, придерживаем пальчиком и вырезаем только голову. Только голову. Видите, я здесь его обрезала, чтобы было удобнее работать. Нам сейчас нужна только голова. По контуру прорезаем, соединяем голову, убираем лишнее. Так, заблаговременно я смочу пару кусочков глины, потому что мне надо будет для ушек и для рогов более влажную глинку. Сейчас я буду использовать поролон. Чем отличаются руки керамиста от рук гончара?
Руки гончара всегда практически мокрые, влажные, по локоть в глине бывает всякое. Руки керамиста практически сухие, слегка с отпечатками глины. Я буду просто смачивать пальчики и, придерживая нашего бычка, просто заглаживаю его края по контуру, кроме головы. Просто прохожусь пальчиком и заглаживаю, чтобы они были более плоскими, округлыми. Ножки обязательно придерживаем пальчиком, чтобы у нас был бычок кругленький, холеный. Потом надо бычка приподнять, расположить его удобно в ладошке и пройтись поролоном, чтобы поролон сгладил все поверхности. Поролон обычный, каким мы обычно моем посуду. Если нет такого, подойдет в принципе мебельный поролон, абсолютно любой, не суть важно. Главное, чтобы он был. Без него здесь будет сложно обойтись. Детородный орган бычка тоже сделаем немножко более плоским и чуть-чуть его сгладим. В принципе, вот так будет достаточно. Так, теперь нам понадобится шликер. Что такое шликер? Шликер – это та же самая глина, которой мы работаем, но она разведена водой. Если вы работаете керопластом или фимо, также с небольшим добавлением воды, вы получите шликер, но из вашего материала. Если вы работаете с мукой, это тоже вода и мука, больше ничего. Итак, вот тут у нас, где был контур головы бычка, я наношу шликер, достаточно жирненько. И накладываю голову быка. Соединяем так, чтобы она очень идеальненько так прямо по контуру легла. И немножко прижимаем, чтобы все склеилось. И начинаем, смачивая пальчики, тоже обминать голову, создавая ей более округлую форму. Переворачиваем. И с другой стороны тоже все смазываем, чтобы у нас он был такой кругленький. Теперь мне понадобится кисть. Кисточкой, смоченной в воде, чтобы с нее не лилось. Такой, чтобы достаточно сухой она была. Я просто убираю лишний шликер, одновременно подглаживая поверхность. Если плохо прилепилось, пальчиком сверху пройдите, все подгладьте. Ну вот, хорошо. Я почти довольна. Так, вот теперь хорошо совсем. Шликер пока отодвигаем. И кисточкой, ее вот этой вот частью мы сделаем нашему быку нюхалки. Все. Так, пальчиком прижимаем с одной стороны. Делаем такое вот углубление под глазик. И теперь пальчиком другой руки делаем углубление с этой стороны. Не обязательно делать глазки из шариков, как вот я сделала у этого быка. Вот у этого я сейчас попробую сделать, покажу вам. Я часто использую какие-то разные инструменты, которые совершенно как бы и не применяются в лепке, но они часто выручают. Скажем, вот ручки, фломастеры. Я вот просто возьму сейчас и вот так сделаю глазик, и вот так сделаю глазик. Вот. Посмотрите, у меня у бычка появились гляделки. Но веки сделать все равно нужно. Для век нам понадобится 2 маленьких кусочка глинки. Так, если у вас негде обжечь глину, в принципе, глина продается во многих канцтоварах, и
Ее можно купить по интернету. И даже ваша природная глина, которая находится у вас в вашем регионе, если она достаточно жирненькая, она может подойти для работы. Вот, накладываем века. Накладываем века. Вот у меня она немножко уехала, но ничего страшного, сейчас вот кисточкой подправлю. Вот. Вот. И сейчас второе. Второе, оно должно быть немножко меньше, чем первое. Потому что у нас ракурс поворота головы быка в сторону. Так, вот, посмотрите. Вот у нас уже глазки, носик, все появилось. Теперь мне нужна глинка достаточно влажная. Прямо такая хорошо увлажненная глинка. Нам нужно будет 2 маленьких кусочка глинки. Мы сейчас сделаем ушки. Катаем шарик и еще один шарик. Вот. То есть у меня, посмотрите, один шарик чуть-чуть меньше, чем другой. Один шарик чуть-чуть меньше, чем другой. То есть, который поменьше у нас будет сюда, в эту сторону, который побольше у нас пойдет в эту сторону. Так, сейчас я руки немножко протру, они уже грязненькие. Хорошо работать с глиной. Знаете, как ногти хорошо растут? Так, скатали шарик, нажали, но он, видите, как выходит как бы за пальчик. То есть получается вот нижняя часть достаточно плоская, верхняя вот такая вот. Вот. И загибаем его вот так вот раз просто. И вот так вот мы его загнули. Второе ушко также катаем шарик. Раз, нажали. Но загибаем его совершенно в другую сторону. Так, 2 ушка лежат. Смазали их шликером. Если глинка немножко треснула, вот как у меня чуть-чуть на ушке, я ее просто влажным пальчиком заглажу. Теперь беру бычка и сажаю ему ушко, как бы раз и назад чуть-чуть. Вот. Слушалки у нас тоже уже есть. И второе ушко. Раз. Вот. Второе ушко у нас тоже уже есть. Если у вас нет возможности обжига, в принципе, такие изделия из глины могут быть просто высушены, посажены на основу, на какую-то, допустим, на ту же плотную бумагу. С помощью клея ПВА к тыльной стороне приклеивается бумага и клеятся магниты. И даже для себя вот такие вещи не обязательно обжигать совершенно. Совершенно не обязательно. Так, сейчас мы слепим рожки. Рожки. Раскатали колбаску зауженную с 2 сторон. Вот такую вот. Но постарайтесь сделать так, чтобы колбаска была одинаковая. Одинаковая колбаска. Ну, то есть вот одинаковая с этой и с той стороны. Я просто вот так вот обрезаю. Подкладываю, смотрю, нет, у меня одна немножко более вытянутая получилась. Я ее оборвал. Вот оборву и отрежу. Вот таким вот макаром. Ой, пока мы еще не успели сделать рожки, мы забыли то, что у нашего быка должен быть хвостик. Хвостик у такого изделия придется делать из проволоки. Почему? Если мы его слепим, он будет очень ломкий, очень хрупкий. Если мы его сделаем из веревочки, он будет болтаться ни бе, ни менее кукареку. Я у этих бычков хвостики делала из проволоки. Мы просто придерживаю попу и так вот раз, и сантиметра на 1,5, на 2 кисточку втыкаю, но придерживаю. У нас получается вот такое вот отверстие, в которое мы потом вклеим проволочку. Все это я вам покажу завтра. Я прямо распишу таких высушенных бычков, покажу, как их посадите на бумажную основу, в принципе.
И никто даже не заподозрит, что он у вас не обожженный. Но это только для себя, для своих. Если на продажу, это обязательно нужно обжигать. Если вы делаете на продажу из таких масс, как Керапласт, как Фимо, такие массы обязательно нужно будет хорошо высушить, расписать и покрыть клеем, покрыть акриловым лаком, например, финиш лак акриловый, чтобы эти вещи у вас, как эти массы боятся воды, поэтому лучше их обязательно покрывать лаком, который после высыхания воды не боится. Итак, посмотрите, я смазала рожку нашу шликером, придерживая голову бычка. Я просто вот так вот раз, пальчиком подмазываю все, кисточкой помогаю себе, сглаживаю. Убираю лишний шликер. Вот таким вот макаром. И с тыльной стороны обязательно заглаживаю рог, чтобы он примазался с тыльной стороны к голове бычка. Также и второй рог. Смазываю шликером и сажаю прямо за ушком. Прямо за ушком сажаю. Так, убираю лишний шликер. Пока у нас рога в разбег, как у буйвола. Но надо обязательно перевернуть и примазать рог к тыльной стороне. Вот у меня уже тут трещинка пошла. Мы ее сейчас так вот раз. Так, где у меня? Вот. Если пошли трещинки, их обязательно надо замазать. Обязательно. Потому что если вы не замажете, у вас потом эти трещины будут только расширяться. Итак, у нас получился вот такой буйвол пока. Сейчас мы этого буйвола превратим в бычка. Придерживаем рог, загибаем. И этот рог мы тоже загибаем. Вот. Но так как у нас он смотрит не прямо, то есть мы сдвигаем рожки в ту сторону, где у нас находится середина головы бычка. Если появились трещинки, их тоже нужно обязательно загладить. Просто пальчиком раз. И готово. Пальчиком аккуратненько. И готово. Так, еще можно вот что сделать. Вот тут определить ножку. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Красота. Ну вот, пожалуй, и все. Сегодня я их высушу. Завтра посажу на основу и распишу. Спасибо, что были со мной.